В этом видео мы расскажем, как купить билеты в аквапарк по самой дешевой цене, как быстрее пройти все контроли и сориентироваться на месте, как успеть посетить все аттракционы и бани, при этом не нарваться на штрафы при выходе, что нужно взять с собой и какие вещи проносить запрещено, где выгоднее и вкуснее пообедать и другие нюансы отдыха в Аквамире. Аквапарк находится на левом берегу Оби в Новосибирске. Добраться туда можно общественным транспортом до остановок Мост и Аквапарк. Станции метро рядом нет. Мы приехали на машине. Парковка большая, бесплатная около пристани. Вход в комплекс с противоположной стороны. Сразу у дверей металлоискатели и охрана досматривает сумки. Из очевидного запрещено проносить стекло, колюще-режущие, курительные приборы. А вот неожиданностью может стать запрет на пронос надувных кругов, любых игрушек и колясок. Каждому взрослому посетителю нужно заполнить расписку на себя и вписать в нее данные о детях. Чтобы не терять время по приезду, можно заранее скачать и заполнить бланк. Он есть на сайте Аквамира. В кассе обмениваем билеты и расписки на электронные браслеты, которые станут счетчиком времени, ключом для камер хранения и электронным кошельком на территории парка. Турникет фиксирует время начала отдыха. Самая выгодная цена 6-часового билета у оптовиков. Мы брали прямо рядом с аквапарком в ЖК «Венеция». Контакты нашли на Авито. 2500 рублей за человека или дешевле, если купить сразу более 10 штук. На сайте Аквамира один такой билет стоит от 2900 до 3200 за каждого. Спускаемся в раздевалку. Она представляет собой сквозные кабинки с двумя дверьми. Здесь можно переодеться в купальники и переобуться в сланцы. Следующая дверь ведет в зону камер хранения. С обеих сторон кабинок есть фены. Шкафчик можно выбрать любой открытый. В момент, когда вы его закрываете, браслет запоминает номер. Чужой шкаф, закрытый другим браслетом, открыть не получится. Проверили. Между камерами хранения и основным помещением с аттракционами – душевая кабина. Гель для душа есть в дозаторах. Если хотите использовать свой, то нужно будет после душа еще раз выйти к камерам хранения и убрать моющие в шкаф. В аквапарк сумки из раздевалки не пронести. С собой можно взять только полотенца, запасные купальники и телефоны с камерами. И, наконец, сам аквапарк – бассейны, горки, бани, сауны. Всем детям до 17 лет можно взять спасательные жилеты. Каждый пробивается на браслет сопровождающего взрослого, то есть необходимо вернуть его обратно, а не просто бросить где попало. Услуга бесплатная. Обязательно одевать жилет или нет, мы так и не поняли. В разных локациях видели детей без них. В бассейн с волнами я бы без жилета не отпустила. Там толпа такая, что не уследишь. То же самое касательно ленивой речки. У больших горок есть экран и дежурный, который следит, чтобы не было столкновений на спуске. Горка с названием гигантских скатов «Манта» единственная в России и одна из двух в мире, вторая в Японии. Другие большие горки – семейная, торнадо, аквасфера, экстремальная водная петля с эффектом свободного падения, акватруба, констриктор, что в переводе с английского означает удав. Вот такие чекеры показывают, сколько минут прошло с момента пересечения турникета, баланс, точнее траты внутри комплекса, номер шкафчика и прокатные аксессуары, в нашем случае жилеты. Что касается питания в аквапарке, лучше заранее посмотреть меню нескольких кафе на официальном сайте. Мы, к сожалению, этого не сделали и пошли наугад в термы. Там была пицца и разные бургеры, салаты, картофель фри и наггетсы, супы типа азиатские – китайский, корейский, вьетнамский, японский и тайский. Почему типа? Потому что в Азии мы много где были и кухню их любим, но это даже близко не похоже.
Выглядит аппетитно, но вкус отсутствует. Рисовая лапша твердая, яичная лапша переваренная. В общем, разочарование. Еще и цена за порцию супа 300-450 рублей. Позже увидела меню кафе «Волна». Цены ниже и блюда понятные. Окрошка или харчо по 135 рублей. Картофель-пюре с котлетой или плов около 300. Еще одно кафе «Пират» с фастфудом и мороженым около корабля «Акваплей». Интересно про алкоголь. Пиво точно продается. Возможно, есть напитки и покрепче, не уточняли. При этом в правилах аквапарка запрещено посещение комплекса в состоянии опьянения. Это как? Выпила на выход? Детская игровая зона и батут за дополнительную плату. Здесь же можно оставить телефон на хранение за 100 рублей. В спа-салоне на втором этаже в основном платные процедуры – массаж, пилинг, обертывание. Бесплатно несколько парилок, ледяной душ из бочки, джакузи и дорожка Кнейпа. Здесь чередуются резервуары с холодной и горячей водой. Дно выложено мелкой галькой. Читала, что помимо закаливания это еще и отдых для нервной системы. Прикольно. На первом этаже термальный комплекс. Бани, хамамы, сауны, джакузи, ледяная купель, градирни и панорамные бассейны с видом на реку. В начале видео я уже рассказала, как купить билеты выгоднее, чем на сайте Аквамира, но это касается только 6-часового посещения. На 4 часа или весь день приобрести путевку можно только непосредственно в кассе аквапарка. Есть скидки многодетным семьям, именинникам и инвалидам. Те же билеты, которые мы купили с рук, имеют срок действия до 30 сентября. То есть, если кто-то планирует в ближайшие месяцы несколько раз посетить парк, могут сразу заранее оптом купить еще дешевле, чем по 2 500, или скинуться несколькими семьями, не договариваясь об общей дате отдыха. Будьте осторожны с браслетами. При потере или порче штраф 500 рублей за детские, которые без кредита, и 10 500 рублей за взрослые с кредитом 10 тысяч. Терраса на открытом воздухе в этом году не работает. На улице есть только кедровые бочки. Нам понравился большой хамам. В нем много почти отдельных кабинок. В каждой краны с ледяной и горячей водой. Лежанки и в центре хамама, и в кабинках теплые. Температура воздуха комфортная – 35-50 градусов при 100% влажности. И последнее, что хочу отметить. Моментом выхода считается сдача браслета на турникете после касс. На прохождение пути от бассейна до касс сначала по одной лестнице, потом через душевую, камеры хранения, раздевалки, и по второй лестнице нужно минимум минут 20, а на кассах еще могут быть очереди. И пока вы не оплатите чек за приобретенные услуги, турникет не пройти. Минута за рамками оплаченных 6 часов – штраф. Если понимаете, что времени впритык, можно детей и тех взрослых, на чей браслет не было покупок, отправить пройти контроль, не дожидаясь оплачивающего в кассе члена семьи. Рядом с нами практически все попали на сверхлимит. Не думаю, что они это планировали. Скорее понадеялись, что успеют, и не предвидели очереди в кассе.
Мы вышли из зоны бассейнов минут за 30 до окончания нашего времени. Тормознулись на фенах и потом в фотостудии. Успели к турникетам почти впритык. Вот и считайте.